Здравствуйте, меня зовут Вера Корнилова. Я нахожусь в специальном месте, где мы проводим сегодня секретную новогоднюю вечеринку. Несмотря на то, что за окном у нас пока только осень, мы готовимся заранее. И сегодня я буду рассказывать, как делать мыльные букеты. Вместе с участницами мы их соберем. И я покажу, что у нас будет в процессе происходить. И сейчас я хотела бы рассказать несколько советов по сборке букетов. Во-первых, сразу думайте о своем букете. Если вы в разное время варили какое-то мыло, потом вместе его собрать будет достаточно сложно. А вот если вы сразу это продумали, соединили в голове все цвета, которые хотите использовать, то у вас точно получится. В своем раннем видео про гармоничные наборы я рассказывала про метод одного стакана. С букетами он не очень хорошо работает. Лучше, если вы будете немного изменять цвет в том же одном стакане. То есть вы смешали, например, розовый цвет, залили один цветочек или снежинку. В следующий раз капните туда немного красителя, чуть-чуть, чтобы цвет немного поменялся. И заливаете следующий цветок. Потом добавляете немного белой основы и снова заливаете. И тогда у вас цвет один, но с небольшими вариациями. И это смотрится гораздо более естественно. Как крепить мыло в конверте? Я предпочитаю использовать специальную флористическую пену. Мне обычно лень ее приклеивать на дно конверта, поэтому я ее вырезаю, чтобы кусочек был достаточно большой и стоял в распор. Тогда он не болтается внутри конверта и держится там нормально. Начинайте всегда сборку букета с самого большого мыла. Оно большое, тяжелое, важно, чтобы оно не болталось в конверте, поэтому мы используем деревянные шпажки или даже две деревянные шпажки, чтобы мыло было закреплено прочно. Но большие деревянные шпажки делают большие деревянные дырки. То есть пиафлор становится более дырявым, и если вы потом захотите поменять место расположения главного мыла, то у вас уже пиафлор это второе название пены, более дырявым и будет держать хуже. Поэтому вот с главным мылом лучше не переделывать. По расположению главного мыла я рекомендую его размещать не в центре, прям вот симметрично, а сбоку конверта и под небольшим углом, чтобы композиция смотрелась менее такой искусственной. После размещения главного мыла возьмете мыло поменьше, потом еще поменьше, и в конце уже идут оставшиеся пустые места, мы занимаем какими-то веточками, какими-то шариками, чем-то совсем крохотным. Возможно, у флористов есть правила, которые помогают в сборке букетов, но я с ними пока не знакома, я действую по методу исправляю, пока мне не начнет нравиться. И когда уже все мне нравится, я говорю, все. Возможно, что-то там в процессе какие-то правила используются, но, может быть, если вы их изучите, вам это поможет. Обучение – это хорошо. Важно, чтобы ваше мыло не выбивалось за пределы конверта слишком высоко. Имейте в виду, что всю высоту, которая у вас видна зрителю, вам надо будет закрыть. Если у вас мыло находится где-то на таком расстоянии от края конверта, то понимаете, что вам нужно здесь очень-очень много всего для прикрытия этих дырок. Лучше так не делать, опустите главное мыло пониже. Чем мы наполняем букеты? Во-первых, очевидно, это мыло. Потом наполнитель. Что могу сказать про наполнитель? Сначала я действовала как? Размещала пену, сверху прикрывала ее наполнителем. Но потом, во время сборки букета, в этот наполнитель я тыкаю палочкой, и она упирается в этот наполнитель. Это очень неприятно, это раздражает. Поэтому сейчас я советую сделать наоборот. Вы сначала все размещаете, и в конце с помощью шпажки как-то размещайте туда наполнитель, затыкая нужные вам дырочки, пустоты.
а сразу наполнитель не рекомендую. Бумага тишью. Бумага тишью – это очень тонкая бумага, которая легко сворачивается в конвертике, в конусики, и эти конусики вы уже можете поместить в конверт, чтобы скрыть пустоты. Особенно бумага тишью хорошо смотрится в конвертах, где вы используете мыло в виде вкусняшек. У нас здесь идет подготовка, поэтому у нас здесь пока немного шумно. Искусственные растения. Симпатичные веточки, еловые или цветочные с букетом с цветами, они оживляют композицию. Но старайтесь, чтобы их не было слишком много, чтобы основным блюдом было все-таки мыло. И чтобы цветы искусственные не перетягивали на себя внимание. Есть отдельный вид мыла, который отлично смотрится в букетах. Это мыльные шарики. Они могут быть похожи как на маленькие снежинки, так и на маленькие бутончики цветов. И они очень крохотные и отлично разбавляют композицию. Вкусняшки. Я очень люблю мыльные вкусняшки. Я их добавляю практически во все букеты. Мне кажется, я бы их добавила в букет про 23 февраля. Можно будет попробовать. Мне кажется, они оживляют любую историю и смотрятся классно в любом конверте. Попробуйте. Здравствуйте! К нам уже присоединяются участники нашего мастер-класса. Сейчас расскажу про упаковку и пойду веселиться. Как упаковать итоговый конверт, когда он у вас уже готов? Используйте пакет с жестким дном. Тогда у вас... Мне очень нравится этот вариант, потому что пакет безопасности, он герметично упакован, и если его сильно не трясти, с ним все будет в порядке. А теперь начнем нашу новогоднюю вечеринку. Давайте за нас, мыловаров! Ура! Ура! Не дышите. Как-то не дышите. Улыбнулись. И последний совет: ищите, смотрите хорошие фотографии и вдохновляйтесь. Удачи!